Пустыня Сахара. Польский научный комплекс для изучения аномальных и паранормальных явлений. Сюда бы Золтана. Передовой форпост человечества по внедрению новых технологий. Оздоровительные спортивные комплексы. Электроэнергия через ядерный синтез. Параллельные миры вместо метро. Внимание! Сбежал объект С-91. Всем сотрудникам службы безопасности. Авария выпустила из-под надзора все объекты исследований и привела к разгерметизации. Служба безопасности Гейт была уничтожена почти сразу. И если бы они хоть немножечко были похожи на кассирш из провинции. Блять, выходи оттуда, сука, убью нахуй, блять! Большинство научного персонала пало под натиском иной формы жизни или от рук террористов. Остатки прячутся по закоулкам и ждут спасения. Вообще похуй. Ждать спасательной экспедиции сверху бессмысленно, поэтому выжившие формируют свой фронт по эвакуации из недр подземного комплекса. Lepiej byłoby pracować na kamerze internetowej. Олег Дауни Ча. Межпространственный путешественник. Он курсирует из одной вселенной в другую, чтобы найти простое человеческое счастье. Все началось с самого грустного события в его жизни. На парковой клумбе у него случился ненаход. Неудовлетворенный Олег вместо обращения в рехаб прыгнул в пространственную воронку. Это сверхъестественное явление перекидывает человека в другую точку мультивселенной, неподалеку от такой же червоточины. Его цель здесь — перейти в счастливый мир или словить на ход. Как же сейчас будет хорошо? Выжившие приняли Олега в свои ряды и объяснили план побега с рабочего места. Сейчас научотряд находится на нижнем уровне в кафетерии, откуда все проходы заблокированы системой безопасности. Надежный товарищ, охранявший долгое время, становится врагом. Я тебя захуяю. Чтобы пройти к запасным выходам, надо преодолеть весь комплекс и победить шестиуровневую систему безопасности. К счастью, здесь собрались одни из самых высокоинтеллектуальных людей планеты. Коля, тебя снимают, слюни потяни. Для выживания им придется из подручных материалов собирать себе инструменты и вооружение. Олег, уберешь при... Офисный сектор – пугающее место, потому что люди здесь работают. До аварии тут трудилось до 200 сотрудников. Обычные работяги превозмогали бумажную волокиту и получали научные степени в области геморроеведения. Попервой кажется, что офисы были довольно комфортным местом, но если быть честным, все не особо поменялось. Странные гуманоиды из Дальнего Сада захватили сектор. Но это не остановит Олега с его группой, чтобы разобрать весь комплекс Кедрени-Фени и создать собственный туалет. Это революционное устройство обходит систему безопасности и открывает двери. К несчастью, для каждого уровня придется его пересобирать на новый лад. Чего не сделаешь ради доступа к новым технологиям. Олег, не смей, это просто соль, Олег! Одно из подразделений Гейт занималось изучением мультивселенных, параллельных реальностей и подпространств. Главным открытием стала возможность пробивать дыры в антиверсе и открывать порталы в другие миры. Начальным экспериментом стал Флатхилл, первый человеческий город, захваченный пришельцами. Вместо заменителя метро образовался пролом в параллельный мир, откуда вышли саксофонисты, требующие музыкальной революции. Под прекрасные трели множество жителей было убито, а Гейт едва справились с закрытием бреши. Выгнать межпространственных переселенцев не вышло, они невосприимчивы к физическому воздействию. Трубочисты напускали в город тумана и стали единственными жителями Флатхилла. Для продвижения на следующий этап научгруппе важно захватить силовые ячейки, сдерживающие эту территорию от новой волны иммиграции. К
К сожалению, Олегу все равно на будущее этого мира. Как только он отыщет новую червоточину, то сразу сбежит в свою воображляндию. Не в ту дверь. Некогда главная производственная база корпорации Гейт стала форпостом бойцов Ордена. Членоненавистники. Дьяволопоклонники. Это главные причины нападения. Орден существует во благо великой цели – сдерживания хаоса. Корпорация Гейт же не сдерживает себя рамками и сует свой нос во все запретные для них знания. И если посмотреть полный перечень еретичества, возникают вопросы. Передовая робототехника, производство чурчхелы, мытье более 1 раза в неделю. Неудивительно, что прогрессивная научная среда конфликтует с Орденом. Но удивительно, что в производственном секторе при полном контроле террористов кто-то выжил. И ладно, если ты мимикрируешь под бетонную плитку или ждешь отправки метро. Но вот этого вот я в Химках видал. Он там на базаре дрелями торговал. Вот видите сзади магазин, вот к этому пидорасу не ходите, он нихуя не продает. Просят рецепты, блядь. Только у него есть запчасти для обхода 3-го уровня безопасности. Посему Олегу придется посетить аномалию 0138. Да блять, как ты броню-то проебал. Это место главное научное поприще корпорации Гейт. В блоке наблюдения персонал ставил эксперименты, изучал аномальные формы жизни и следил за подопытными. В исследовательском секторе синтезировали новые вещества и производили устройства, опережающие технический прогресс. Воровская жизнь нелегкая, но Гейт активно ее придерживались, таща из других миров разный субстрат. Только благодаря нему и гениальным инженерным мыслям могло родиться это. Антивременный, гиперказуальный, многофункциональный термоядерный толчок быстрого всасывания. Благодаря небольшой черной дыре, коловые массы из ануса быстро высвобождаются и улетают тусить к кентам. Это первое изобретение научгруппы, в котором участвовал Олег. Он слез с игры быстрого получения удовольствия и вкусил фрукт созидания. Отныне он первый залетал в антиверс и искал не чем вжалиться, а что можно присобачить для улучшения туалета. Кроме этого, он сильно помог в изобретении взрывчатки для продвижения в сектор безопасности. Окрыленные успехом беглые ученые еще не догадывались, что опасность еще даже не началась. Сектор безопасности. Некогда главная защитная структура всего предприятия. Теперь полностью пуста. Пугающая тишина нависла над блоком. И лишь где-то далеко можно услышать ее. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Возможно, служба безопасности держалась бы дольше, если бы не открывшийся портал в параллельный мир. Коллекторское агентство «Было ваше, стало наше». Контора микрозаймов смогла разрастись, захватить власть во всем мире, а затем на законодательном уровне обязала всех брать займы. Люди стали должны баблосики мистеру Баблински. Тех, кто не смог выплатить долг, превращали в тень и заставляли накручивать просмотры ВК-видео. Этим объясняется, почему во всем секторе нет ни одного тела. Бедный персонал, на какие муки вас обрекли. Лифт на поверхность завален. Придется держать путь дальше. Но он заблокирован 4-м уровнем безопасности. Олегу придется вернуться назад, чтобы добыть недостающий фрагмент для улучшения взломщика. В лаборатории Каскад как раз открылся новый портал. Каанан – это плохая параллельная линия Саратова под оккупацией автовоза. Вместо высокотехнологичных самособирающихся автомобилей здесь собирают дрова на костры.
Любой чужеземец или инакомыслящий сразу подвергается репрессиям и отправляется на дерево рассматривать окрестности. Это, конечно, не Самара. Поселением управляет пастор Никита. Ему надоело собирать качественные и мощные автомобили, поэтому он нашел хуйню и с ее помощью перепрограммировал реальность. Центр притяжения – артефакт параллельной вселенной, и если затащить его на станцию Гейт, Сейчас будет секс. обратного пути уже не будет. Гидростанция – это главное питающее весь комплекс предприятия, расположенное на плотине. Из-за его неописуемой важности здесь постоянно протекают боевые действия. За респект. Силы Ордена контролируют большое пространство за счет снайперов, но далеко не все. Здешние охранные роботы оснащены гранатометами и артиллерийскими установками, что сильно портит Ордену жизнь. Более совершенные формы экзоров прут со стороны апартаментов и второго блока станции, что портит жизнь уже Олегу. Ему надоело питаться одним и тем же мясом. Желудок требует гастрономических изысков, теребящих вкусовые сосочки. Сектор огромен. Помимо гидроэлектростанции, ученый персонал разместил тут комнату для клинических испытаний черной дыры и завод по производству роботизированного персонала. Чтобы приблизиться к следующему выходу, научгруппе нужно добраться до реакторной, чье начало можно увидеть на дне. Йоу, наука рулит. Опа, а чё это у нас тут такое? Объект IC-0134, класс Евклид. Йетти представляет собой огромное существо под 3 метра ростом. Мускулистая фигура свидетельствует о физиологии человека. Отличительные особенности – когти, зубы и большой пенис. Нет, огромный пенис. Из-за склонности объекта к сношению любого вида приматов, сотрудникам, особенно женского пола, вход в камеру запрещен. При помещении в условия содержания с доступом на бусте Blackwell объект становится покладистым и спокойным, ведь только там лежат дополнительные сцены, не прошедшие модерацию. Пожалуйста, не пускайте его ко мне. Я хочу жить. Кончай слушать этих сказочников. Пошли. Нас ждет работа. Папочка готов. Реакторная зона самая большая, но при этом незначительная. Она всего лишь питает все охранные системы комплекса, но вряд ли они нужны, если структура безопасности работает вот так. Я сейчас занят, я кушать собираюсь. До свидания. Всего хорошего, блядь. Да, понабирают некоторых, а потом Олегу страдать. Не зря реакторы вырубили, но научгруппе все равно придется включить их. На термоядерном электричестве завязаны все дальнейшие заблокированные пути выхода на поверхность. Из-за большой теплоотдачи и отключения функций охлаждения вход в энергетический комплекс заблокирован грибами. Сочные, мясистые стволы превратили помещение в гибрариум. Добрый робот-садовод подсказал Олегу, что для эвакуации следует пройти в портал за другим персоналом. А если он хочет попасть в реакторы, то взять там антигрибин. Деревня высших экзоров. Раньше здесь масенькие, безобидные инопришленцы прятались от ученых. До аварии Гейт ловили их и препарировали словно лягушек. Но им это надоело. Тренбаллон вколол в очко, сделал пару тысяч копий для качков, глянул 200 серий аниме про 357 ударов в секунду, и почалось. Только с применением оружия, запрещенного Женевской конвенцией, удалось захватить нужные соки. Путь к реактору открыт. Спускаясь по лифту с товарищами,
Олег поймал себя на мысли, что его больше не тянет употреблять котики. Он мечтает лишь выбраться из жуткого комплекса и с новыми друзьями пойти на шашлыки. За непринужденной беседой, попивая сок, думать о прекрасном будущем, которое подарит всем наука. Но он еще не знал, что этому не суждено сбыть. This reactor is ours. Turn back or suffer the fate. Гейт вызвали своих цепных псов, группу наемников, именуемых Хранители Врат. Армия оккультистов специализируется на подавлении и устранении аномальных существ. Их отбирают по одному единственному признаку: способен ли организм и разум выдержать границы безумия. При вступлении в клан новички еще похожи на людей. После нескольких лет службы человек получает специализацию и превращается в ходячую машину хаоса и разрушения. Активно используют артефакты, добытые с врагов в других пространствах, и трансформируют тело для все более качественного выполнения контрактов. После себя они оставляют горы трупов и документацию с перечнем оплат за услуги. Заказ корпорации – очистить весь комплекс. Спасение ученых в сделку не входило. Нет ничего ценнее семьи. И я ее защищу. Ловили мальчик под... Генератор слияния. Именно это устройство служит для хранителей одним из шлюзов для проникновения в сектор Гейт. С включением реакторов дорога к нему открылась. Олег захотел заглянуть к ним на огонек. В каком-то из других миров, глубоко в лесу, хранители построили свой собственный мини-комплекс. К сожалению, технологии щита, используемые в бою, их ученые смогли трансформировать в огромные энергобарьеры и закрыть базу от чужих взглядов. Прорвавшись с боем, даже я охуел. Ебать, какой-то полурак, полухуй. Ребята свои оккультные штуки решили реализовать на практике и вызвать демона из преисподней. К счастью, вовремя прибывший отряд ученых остановил обряд, и все дружно вернулись домой. Срать хочу. Олег очнулся и понял. Это тот самый мир, который он изначально искал. Мир забористого дерьма. Я выбираю быть ученым. Если под этим видео наберется 10 тысяч правильных пальцев вверх, мы соберем свою бригаду водолазов и отправимся изучать катастрофу в океане. А если армянская диаспора вновь заявится и оставит 2000 комментариев с просьбой открыть правду о виновнике катастрофы в комплексе корпорации Гейт, придется поднять архивы и раскрыть правильную историю зарождения зла. На Бусти доп. Контент, в Телеграме моя шиза. Подпишись, а то пропустишь.